От пациентки. С середины мая температура 37,5 градуса. Тахикардия, бессонница, жар, сильные мышечные спазмы и тонус, снижение чувствительности кистей и щек, туман в голове. Консультативное заключение. По МРТ пациентки 37 лет, выполненного 1 июня 2020 года. При МРТ головного мозга в аксиальной и сагитальной проекциях получено изображение структур мозга по Т1 и Т2ВИ. Очаговой патологии головного мозга не найдено. На уровне базальных ядер определяются единичные расширенные переваскулярные пространства по ходу пенетрирующих сосудов. Желудочковая система сформирована правильно, гидроцефалии нет. Субарахноидальные ликварные пространства по конвекситальной поверхности больших полушарий не расширены. Цистерны основания мозга прослеживаются отчетливо, не деформированы. Срединные структуры не смещены. Гипофиз, высота 5 мм, диафрагма вогнута, дно не скошено. Патологии мастомы сжечковых углов не выявлено. Патология орбит не определяется. Ствол мозга, хиазмально-силярная область и структуры задней черепной ямки без МР признаков патологических изменений. Миндалины мозжечка расположены на уровне большого затылочного отверстия. Архитектоника коры не нарушена. В проекции мастомозжечкового угла корешки ВИ и пар черепно-мозговых нервов прослеживаются отчетливо с обеих сторон, симметричные, не утолщены. Отек слизистой обеих верхнечелюстных пазух. Заключение: патологии головного мозга не найдено. Зав. Кафедрой, профессор Халин. Вопрос пациентки. Благодарю за оперативный ответ. Прекрасно читать об отсутствии патологии, но, к сожалению, самочувствие физически по ощущениям терминальное, огромные проблемы со сном и засыпанием, здоровое засыпание отсутствует уже месяц, терморегуляцией, тахикардией, мышечными судорогами по всему телу, повышенной температурой, ощущение жара, напряжение мышц головы, начало симптомов месяц назад, нарастают. 1. Могут ли быть ключом к этому состоянию расширенные переваскулярные пространства? Можно ли выполнить дообследование? 2. Отек слизистых верхнечелюстных пазух не может ли также быть ключом? В щеках последние 2 недели снижена чувствительность. Симптомов гайморита нет. В 2017 году на рентгене случайно было выявлено затемнение обеих пазух. Было предположено последствия гайморита летом того же года, проходило консервативное лечение, добилось снижения затемнения. По рентгену от 2018 года лор поставил кисту под вопросом. Далее по причине беременности и родов пазухи не проверяла. Ответ профессора Холлина. Ни один из перечисленных симптомов к вашим жалобам отношения не имеет. Показал ваше заключение МРТ головного мозга и жалобы неврологу. Привожу рекомендации. Невролога Панченко Наталья Николаевна. Врача восстановительной медицины, рефлексотерапевта, нутрициолога. Сотрудника кафедры лучевой диагностики СГМУС им, И. Мечникова, город Санкт-Петербург. Органической патологии по МРТ головного мозга у вас нет. По жалобам и клинической симптоматике у вас выраженная вегетативная симптоматика. В качестве дообследования рекомендую вам консультацию невролога, который порекомендует необходимые дообследования. По имеющимся у вас результатам обследований, анализов вы можете получить онлайн-консультацию врача-невролога Панченко Натальи Николаевны, личный блог врачах ТПТСДС, www.zdrav4u.ru, ОП-автор. Для получения консультации невролога вам необходимо заполнить заявку по ссылке в ТПТСДС, ВК, CCA9MTL. В вашем случае требуется индивидуальная консультация по имеющимся у вас результатам обследований. Стоимость консультации составляет 1000 рублей. Появятся вопросы, обращайтесь. Отек слизистой носа – это набухание слизистой носовых путей, которое вызвано избыточным притоком крови к области носа. Часто отек сопровождается воспалительным процессом. Отек слизистой свидетельствует о том, что организм борется с чужеродными элементами или повреждениями, которые и вызвали рефлекторную реакцию. В ответ на угрозу увеличивается проницаемость сосудов и происходит приток крови к органу, нуждающемуся в помощи. Симптомы отека верхнечелюстных пазух. Затруднение носового дыхания. Выделение бесцветной жидкости. Чувство заложенности носа. Частое чихание. Боли в области носовой перегородки, переходящие в головную боль. Мгновенный отек слизистой носа. Причины отека слизистой носа. Раздражение слизистой различными веществами, содержащимися в воздухе,
бытовой и производственной пылью, химическими аэрозолями, моющими средствами, ядохимикатами, искривление носовых перегородок, респираторное заболевание, попадание в носовые ходы инородных предметов, механические травмы носовой области, врожденная узость носовых ходов, доброкачественные или злокачественные новообразования в области носа, реакция на употребление спиртных напитков, мозговые грыжи, слишком сухой воздух в помещении, реакция на охлаждение, равно купание в холодной воде, равно употребление охлажденных продуктов и напитков, равно пребывание на улице без шапки в зимнее время года, диагностика отека верхнечелюстных пазух, опрос, в ходе которого врач-отоларинголог устанавливает время и обстоятельства появления отечности и других симптомов, их связь с различными внешними и внутренними факторами. Внешний осмотр пациента, риноскопия для подтверждения наличия воспаления, деформаций, опухолей, полипов, инородных тел и травматических повреждений. Лабораторные анализы отделяемого из носа агента для обнаружения бактериальных инфекций, лимфа для выявления вирусных заболеваний. Рентгенография придаточных пазух.